Всем привет! В этом видео я расскажу, как съездить в Куала-Лумпур своим ходом. Я собрала все самые полезные советы и актуальную информацию. Поговорим о самых полезных моментах, которые пригодятся при планировании путешествия. Где остановиться, что посмотреть, с какими деньгами поехать, как перемещаться по городу и так далее. Это видео пригодится всем, кто едет в Куала-Лумпур в первый раз, а также тем, кто уже был в столице Малайзии, но давно и кое-что забыл. Начнем с правил въезда. Малайзия и Россия являются дружественными странами, поэтому россиянам для въезда в Малайзию не нужна специальная виза. На границе ставят штамп на 30 дней, то есть вы можете находиться в Малайзии без выезда в течение месяца. При себе лучше иметь обратные билеты, потому что у некоторых туристов на границе их проверяют. А вот страховку обычно не спрашивают, но все-таки для путешествий по Азии я бы посоветовала оформить медицинский полис, потому что иногда он бывает нужен. Все-таки это Азия. В описании под видео оставила для вас ссылочку на проверенный сервис, где сама покупаю страховки. Также в описании я прописала для вас названия, которые трудно воспринимать на слух, и оставила много полезных ссылок на другие сервисы. Так что обязательно туда заглядывайте, там вы найдете много полезного. Один из самых популярных вопросов – когда лучше поехать в Куала-Лумпур, когда сезон дождей? Тут все очень просто, потому что в столице Малайзии нет ярко выраженного сезона дождей. А еще тут нет моря, которое обычно штормит в сезон дождей, так что вы можете спокойно ехать в любое удобное вам время. Но все-таки я бы посоветовала выбрать лето, если у вас есть такая возможность, потому что летом в Куала-Лумпуре очень мало туристов, и вы можете посещать основные достопримечательности без толп. А вот, например, зимой или в разгар китайского Нового года здесь будет очень много людей. Тогда к достопримечательностям пробраться сложнее. Температура воздуха в Куала-Лумпуре на протяжении всего года колеблется в пределах от 27 до 32. Иногда чуть ниже, иногда чуть выше, но в среднем она почти всегда одинаковая. В целом в столице Малайзии почти всегда солнечно, жарко и влажно. А вот дожди могут пойти абсолютно в любой день, это не зависит от времени года. Они обычно кратковременные и сильные. В хороших отелях обычно есть зонтики, поэтому вы можете не бояться, что вы попадете под дождь, и тем более его будет очень легко переждать. Обычно это 5 минут и все. Куала-Лумпур почти никогда не затапливает. С какими деньгами поехать в Малайзию? Национальная валюта Малайзии – малазийский рингит. Как и в других странах Азии, выгоднее всего здесь менять доллары. Причем, чем выше номинал купюры, тем выгоднее курс. То есть выгоднее менять 100 долларов, а не 5. Если вы летите в Малайзию из Китая или Таиланда, то можете менять юани или баты. Это тоже выгодно. Для тех, кто летит в Малайзию из Таиланда, у меня есть небольшой лайфхак. В аэропорту Суварнабхуми на самом нижнем этаже, там где находятся выходы к метро, находятся обменники, которые предлагают самый лучший курс обмена. Поменяйте там баты, если они у вас есть, на рингиты. Там будет просто отличный курс, он даже лучше, чем в самом Куала-Лумпуре. Ставьте лайк этому видео, если лайфхак был полезен. В самом Куала-Лумпуре советую менять деньги не в банках, а в частных обменниках, потому что они предлагают более выгодный курс. Напомню, что в 2023 году российские карты за границей не работают. Исключение – это карты платежной системы UnionPay. Если у вас есть такая карта, то вы можете спокойно расплачиваться ей в Малайзии и снимать с нее деньги в банкоматах. Как одеваться в Куала-Лумпуре? Примерно 60% жителей Малайзии исповедуют ислам, а многие местные женщины покрывают головы платками и носят закрытую одежду. Отсюда в интернете очень много слухов о том, как одеваться в Куала-Лумпуре. Некоторые пишут, что здесь нужно обязательно носить закрытую одежду и одеваться максимально сдержанно. На самом деле это не совсем так.
потому что другие 40% жителей Малайзии – это китайцы, индусы и представители других национальностей. Если вы посмотрите, как они одеваются, то вы увидите, что они носят короткие шорты, футболки и часто выбирают открытую одежду. К туристам местные жители тоже очень лояльны. Никто на вас косо не посмотрит, если вы будете с открытыми плечами и открытыми коленями. Так что одевайтесь так, как вам удобно. Но все-таки учитывайте, что это город, и поэтому, наверное, пляжная одежда здесь будет все-таки неуместна. Но все-таки напомню, что при посещении некоторых достопримечательностей нужно подбирать одежду правильно. Если вы идете в храм, то ваши плечи и колени должны быть закрыты. Однако почти во всех мечетях Куала-Лумпура на входе выдают специальную одежду для туристов, которая прикрывает все, что должно быть прикрыто. Теперь поговорим о транспорте. Начнем с того, как добраться из аэропорта в центр Куала-Лумпура. Самый удобный способ – это, конечно, такси. Я советую скачать приложение GrabTaxi или Bolt. Они предлагают хорошие цены. Например, путь из аэропорта до моего отеля занял примерно час. Это обошлось в 85 рингит. Самый дешевый способ доехать из аэропорта до центра Куала-Лумпура – сесть на автобус. Билет стоит всего 15 рингит. Но учитывайте, что дорога займет около 1,5 часов, и приедете вы на центральный вокзал, а не к вашему отелю. То есть вам придется сделать пересадку, если вы живете не возле вокзала. Один из самых удобных способов добраться из аэропорта в центр города – сесть на скоростной экспресс. Билет стоит 55 рингит с человека. Вы приедете на железнодорожный вокзал всего за полчаса. Там вам тоже придется пересесть на автобус или на такси. Передвигаться по самому Куала-Лумпуру тоже очень удобно на такси. Здесь очень хорошие цены. Например, от телебашни Минара до Ботанического сада я доехала всего лишь за 5 рингит. Также по Куала-Лумпуру очень удобно ездить на монорельсе и на метро. Монорельс соединяет 11 станций, в том числе центральный вокзал Куала-Лумпура. Метро в Куала-Лумпуре очень простое и понятное. Тут всего 3 ветки, а многие станции надземные. Стоимость проезда зависит от длины маршрута. Поездка от одной станции до другой обойдется вам в пару рингит. Если едете дальше, то это будет стоить чуть дороже. А еще в Куала-Лумпуре курсируют бесплатные автобусы. Они ездят по 4 маршрутам – красный, синий, зеленый и фиолетовый. Чаще всего на этих автобусах можно добраться до основных достопримечательностей. Где остановиться в Куала-Лумпуре? Я советую поселиться поближе к центру, чтобы удобно осматривать основные достопримечательности. Там находятся и все основные станции метро, и все самое важное, что хочется посмотреть не спеша и, может быть, даже дойти до этих достопримечательностей пешком. Я советую избегать кварталов Чайнатаун и Литл Индия, потому что они самые шумные и грязные. Советую обратить внимание на квартал Букит Бинтанг, а также на центральный район рядом с площадью Мирдека. В прошлом видео о Куала-Лумпуре я показывала вам бюджетный отель, в котором останавливалась. А в этом видео расскажу об отеле, который понравился мне больше всего. Я не нашла в нем никаких минусов, поэтому могу вам его рекомендовать на 100%. Рума – это 5-звездочный отель в самом туристическом районе Куала-Лумпура. Он расположен совсем рядом с башнями Петронас. Мне понравилось, что в его роскошном интерьере видны отсылки к истории Малайзии. Страна начала развитие с добычи олова. Вот почему витая лестница в Руме напоминает Бур. Похожие лестницы строили британцы в своих особняках во времена колонизации Малайзии. В лобби есть отличный бар, библиотека и места для комфортного отдыха. У меня номер категории Deluxe на 17 этаже, и он мне уже очень нравится. Давайте я вам его покажу. На входе стоит шкаф с отделениями для вещей. В номере есть халатики, гладильная доска и разные полезные мелочи, в том числе, например, зонт и даже фонарик. В номере есть бесплатный сейф.
Это мини-бар. Тут есть много полезных и приятных мелочей. Здесь есть напитки, их пополняют бесплатно. Также кофемашина, кофе, чай, разные сладости, необходимая посуда, чайник, тарелки, бокалы. В общем, все, что нужно для комфортного проживания. Еще тут есть тапочки и возможность заказать чистку обуви. В номере большая кровать с белоснежным бельем, это египетский хлопок. Мне еще нравится, как здесь продумано освещение. Повсюду такие маленькие светильнички, где-то в уголках есть подсветка. Это добавляет такого уюта, свет такой теплый, желтый. Мне кажется, очень хорошо вписывается в такой интерьер. Здесь вообще очень красиво, стильно. Мне такое нравится. Тут даже есть ночной режим подсветки. Можно открывать и закрывать шторы, не вставая с кровати. Все очень удобно. У окна симпатичная зона отдыха с диванчиком, столиком и видом на небоскребы и телебашню Минара. А напротив современный телевизор. Ванная комната, как и сам номер, тоже очень просторная, стильная. Мне нравится, здесь много дерева, так красиво, теплый свет. Смотрите, 2 раковины. Это столик, здесь находятся разные косметические принадлежности, такой расширенный набор, щетки, расческа, много полезных мелочей. Тут есть не только душ, но и ванна с видом на город. Принимаешь ванну, любуешься этой красотой Куала-Лумпура. В номере и на всей территории отеля работает бесплатный высокоскоростной интернет. Уборка здесь просто безупречная. Отель Рума отличается высоким сервисом во всем. Здесь всегда кажется, что именно вы особенный гость. По утрам для туристов сервируют завтрак по системе шведский стол. Основное блюдо из яиц гости заказывают по меню, а все остальное выбирают в открытом буфете. Тут вы найдете классические утренние блюда в европейском стиле. Сосиски, картошку, жареные овощи, салаты и так далее. На шведском столе есть и азиатские блюда. Если вы любите сытно позавтракать, вам тут точно понравится. По утрам также предлагают европейские сыры и мясную нарезку, а еще различные орехи и сухофрукты. Здесь вас ждут и сытные, и сладкие, и легкие блюда. В ресторане приятно находиться. Тут светло, красиво и вкусно готовят. За сервис тоже ставлю 10 из 10. Пятизвездочный отель Рума в Куала-Лумпуре – это настоящий островок спокойствия посреди шумного мегаполиса. Тут можно заняться спортом в современном спортзале. Это бесплатно. А за дополнительную плату можно отдохнуть в спа-центре. Также в отеле есть бассейн, бар и терраса на открытом воздухе с чудесным видом на небоскребы и башни Петронас. В описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы можете посмотреть цены на отдых в этом отеле. Пользуйтесь, рекомендую! Что посмотреть в Куала-Лумпуре? Все самое важное можно увидеть за один день. Для этого я бы посоветовала взять вам индивидуальную экскурсию с русскоговорящим гидом. В описании под видео я оставлю для вас ссылку на свой ролик, в котором я показала, как проходит экскурсия, на которой была я сама. Мне очень понравилось, и я вам ее рекомендую. Я увидела все самые важные достопримечательности всего за 3,5 часа. Это было очень удобно. Сначала у меня было экспресс-знакомство с Куала-Лумпуром, а потом я неспешно гуляла по тем местам, которые понравились мне больше всего. Коротко о том, что нужно обязательно увидеть в Куала-Лумпуре.
Достопримечательность номер 1 – башни Петронас. Их высота 451 метр. Это самые высокие в мире башни-близнецы. Под ними раскинулся огромный зеленый парк, куда тоже стоит сходить. А по вечерам у подножья башен ежедневно проходит шоу танцующих фонтанов. Телебашня Минара – одна из самых высоких построек Куала-Лумпура. Ее высота 421 метр. Наверху есть смотровая площадка со стеклянными боксами с прозрачным дном. Китайский храм Тяньхоу – самый красивый и самый большой в Малайзии. Здесь получатся отличные фотографии. Национальный дворец или Новый дворец короля – это красивейшая резиденция верховного правителя Малайзии. Мечеть Негара – главная мечеть Малайзии, которая вмещает 8000 человек. Она отличается необычным куполом в виде ребристой звезды. Мирдека 118 – небоскреб высотой 678 метров. Его видно почти из любой точки города. Это самое высокое здание Куала-Лумпура и второе по высоте в мире. Слияние рек Гамбак и Кланг – это место – сердце Куала-Лумпура. Грязные на вид реки сыграли огромную роль в становлении Малайзии. Мечеть Джамек – самая старая и одна из самых значимых мечетей Малайзии. Вы можете побывать внутри и полюбоваться ей со стороны. Площадь Независимости – место, где была провозглашена свобода Малайзии от Великобритании. Тут сразу несколько достопримечательностей. Поле для игры в крикет, самый высокий флагшток в Юго-Восточной Азии, дворец султана Абдул-Самада и галерея Куала-Лумпура, в которой находится бесплатная выставка. Ботанический сад Пердана – прекрасный зеленый оазис посреди мегаполиса. Одно из лучших мест для прогулок в Куала-Лумпуре. Билеты на все развлечения Куала-Лумпура лучше бронировать заранее. Как ни странно, оказалось, что покупать их онлайн гораздо дешевле, чем в кассах. К тому же вы сэкономите время и не будете стоять в очередях. В описании под видео я оставила для вас ссылку на азиатский сайт Klook. На нем можно бронировать билеты в Куала-Лумпуре, по всей Малайзии и в других странах Азии. Это очень удобно и там действительно очень низкие цены. Например, мы поднимались на Минару и увидели, что билет в кассе стоит около 22 евро, а на сайте Klook он стоит 16,5 евро. То есть на двоих мы сэкономили почти 10 евро. И так на любом развлечении. Вы сэкономите действительно очень много денег и, конечно же, времени. А теперь еще один лайфхак. Как оплачивать билеты на иностранном сервисе, если у вас российская карта? Как мы помним, российские карты на иностранных сервисах сейчас не работают. Выручит снова карта платежной системы UnionPay. Причем подойдет даже виртуальная, которая бесплатна в обслуживании. Многие крупные российские банки сейчас сделали такие карты. Просто заведите ее через приложение вашего банка и проверьте, чтобы там можно было покупать иностранные валюты. Самое главное, чтобы там можно было купить китайские юани. Заранее купите валюту, привяжите карту к счету в юанях и отправляйтесь на сайт Klook. На сайте выберите оплату в юанях. Обязательно переключите ее с евро или долларов на китайские юани. И тогда вы сможете оплатить покупку своей картой. Так вам не придется терять деньги на двойной конвертации. Я думаю, что этот лайфхак тоже достоин лайка. Пользуйтесь! Если вы уже осмотрели главные достопримечательности Куала-Лумпура и хотите весело провести время, отправляйтесь в аквапарк Splash Mania. Это новый парк водных развлечений, открывшийся в 2023 году. Он находится примерно в 40 минутах езды от центра Куала-Лумпура. Добраться в него удобнее всего на такси. В
Входные билеты можно купить на месте или на сайте Klook, о котором я вам уже рассказывала. Splashmania Water Park – это большой парк, состоящий из 39 различных аттракционов. Тут есть развлечения и для детей, и для взрослых. В аквапарке 24 горки – классические, семейные и экстремальные, и даже пространство для занятий серфингом, а также искусственный пляж с имитацией волн. В аквапарке можно кататься на кругах и специальных ковриках. Тут есть спуски на любой вкус, даже со свободным падением. А еще самая высокая водная горка в Малайзии. Только представьте, она достигает уровня 6-го этажа. Главная фишка аквапарка Splashmania – первая в Малайзии водная горка, по которой вы спускаетесь в очках виртуальной реальности. Еще никогда в жизни я не видела ничего подобного. Отдохнуть от активностей можно во время сплава по ленивой реке или на пляже. Еще один интересный объект в аквапарке – огромный деревянный корабль. У его подножья устраивают небольшие шоу для гостей. А поднявшись наверх, вы можете ощутить себя пиратами или героями фильма «Титаник». Однозначно рекомендую аквапарк Splashmania для активного отдыха в Куала-Лумпуре. Поездка сюда – отличный способ получить заряд позитива. Прикольно. Что купить на память и куда отправиться на шопинг? Район Букит Бинтанг – лучшее место для шопинга в Куала-Лумпуре. Рекомендую побывать в торговых центрах Павильон и Сурия. Цены на одежду, косметику и другие товары в Малайзии ниже, чем в большинстве других стран Азии. За техникой отправляйтесь в торговый центр Plaza Low Yat. Лучшее место для покупки сувениров в Куала-Лумпуре – чистый и красивый центральный рынок. Тут можно купить малазийский батик, украшения из серебра, сувениры из олова, местный хендмейд, например, тарелки из кокосов, плетеные сумки, деревянные статуэтки и так далее, а также конфеты и чипсы из дуриана. Tax-free в Малайзии не оформляют, так как цены на товары уже указаны без НДС. Где поесть в Куала-Лумпуре? Если вы хотите попробовать местную кухню, то я советую вам отправиться на улицу Джалан-Алор. По вечерам она превращается в огромный фудкорт на открытом воздухе. Также советую посетить ресторан Мадам Кванс. Это сетевое заведение, которое легко найти. Там вы попробуете все самые знаменитые блюда кухни Малайзии. Ну а если вам не нравится азиатская еда, то не переживайте. В Куала-Лумпуре вы можете питаться совершенно привычными блюдами. Вы легко найдете здесь рестораны итальянской, французской и любой другой кухни. Вообще, жители Малайзии очень любят поесть, поэтому в любом торговом центре вы найдете фудкорты, на которых будет представлено очень много еды, как и привычный сетевой, например, какой-то фастфуд вроде Макдональдса или KFC, или что-то местное, или какая-то выпечка. В общем, точно найдете что-то, что подойдет именно вам. Из конкретных заведений могу посоветовать сетевой ресторан Генки Суши. Этот японский ресторан запомнился мне необычной доставкой блюд с помощью машинок. А еще тут очень вкусно готовят. Также советую посетить сетевой ресторан Секрет Рецепт. Тут очень обширное меню, есть из чего выбрать. А еще пекарни Роти Бой и Хоккайдо Baked Cheese Tart. Смело заходите и в любые местные кофейни. Все названия я прописала в описании под видео.
В заключение дам еще несколько полезных советов, которые пригодятся вам для поездки в Куала-Лумпур. Как быть всегда на связи? Крупнейшие местные операторы предлагают выгодные туристические пакеты на срок от 5 до 30 дней, причем есть даже безлимитные. Цены у них примерно одинаковые, поэтому смело заходите в любой офис мобильного оператора и подбирайте то, что удобно вам. Кроме того, во всем Куала-Лумпуре легко найти точки бесплатного доступа Wi-Fi. А если вы не хотите тратить время и деньги на покупку сим-карты, то у меня для вас есть очередной лайфхак. Уже несколько месяцев в разных странах я пользуюсь сингапурским сервисом Eskimo. Это бесплатные цифровые сим-карты, которые работают более чем в 60 странах. Скачайте приложение Eskimo в App Store или Google Play. В описании под видео я оставила для вас промокод, который нужно ввести, чтобы получить бесплатные 500 мегабайт трафика. Вы можете использовать их в любой стране аж до 2025 года, то есть у вас будет бесплатный интернет. Эта сим-карта поможет вам заказать такси из аэропорта, перемещаться по городу, быть на связи со своими родными. В общем, очень удобная штука. Пользуйтесь! Если у вас остались какие-то вопросы по поездке в Куала-Лумпур, не стесняйтесь задавать их в комментариях, я обязательно постараюсь вам помочь. А если вы нашли в этом видео что-то полезное, то, пожалуйста, поставьте лайк. Я очень для вас постаралась и надеюсь, что моя информация поможет вам сделать поездку очень комфортной и удобной. Подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересных выпусков.